Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждый месяц, самое важное в августе. Сейчас это стихия вода, знаки зодиака, раки, скорпионы и рыбы. Но прежде чем я начну, хочу поблагодарить всех тех, кто оставляет комментарии под моими видео. Это бесценно. Хочу поблагодарить вас всех за то, что вы со мной. Значит, мы на одной волне, значит, от моих видео вы можете получить весь тот позитив, который нужен вам для движения вперед, для улучшения. Потому что мой подход к Таро – это не просто предсказание, что было, что будет, и чем сердце успокоится. Мой подход к Таро – сказать, что же сделать, чтобы было хорошо. Как я всегда говорю, нет плохих карт, есть интерпретация. Любую карту можно интерпретировать сотнями разных значений. И поэтому я всегда предостерегаю людей, которые учатся у меня искусству Таро, искусству предсказаний. Сейчас пока я делаю только личные, как бы 1 на 1 курсы. Я еще как-то не готова курс полностью сделать. Кстати, если кому-то интересно, пожалуйста, пишите в комментариях, чтобы я знала. Так вот, предостеречь хочу от значений Таро в интернете. Я знаю, что когда я только начинала, я тоже очень часто пыталась обращаться к значениям Таро. Единственное, что у меня изначально был другой подход к Таро, когда я еще даже училась. Поэтому помните, в интернете большое количество именно негативных значений карт. И я хочу сказать, что когда люди сами себе еще не знающие выкладывают и начинают смотреть на значения карт, страх. Людям становится страшно. А когда меня спрашивают, вот, я увидел или вот открыл, выложил себе карты, и вот у меня это, и мне интернет сказал это. Честно скажу, я тут же, видя карты, сразу могу сказать, что это и с чем же надо работать все-таки, а не чего ожидать. Вот как-то так. Помните, забыла сказать, помните про акцендент. Акцендент влияет на ваше внутреннее состояние, на ваш характер, соответственно, на ваши мысли. И причинно-следственная цепочка влияет на то, что с вами происходит. Так что еще хотела сказать, простите, еще не совсем вылезла, поэтому забываю иногда. Еще что хочу сказать. Я перестала снимать каждую неделю прогнозы по той простой причине, что я посмотрела в аналитику, и их смотрит очень мало людей. Людям, видимо, не интересно это каждую неделю, а по времени это у меня занимает столько же, сколько снять прогноз на месяц. Поэтому, если кому-то интересно, пишите в комментариях, ну и я уже в зависимости от того, какое количество людей будут заинтересованы, буду смотреть, снимать это или нет. Ну что, как всегда, моя дорогая водичка, сосредоточьтесь на себе любимых. Сделайте себе комплимент, похвалите себя и обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает вашу жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам Вселенная. Ну и, конечно, досмотрите видео до конца. Карта на исполнение желаний. Верю я в это все. Ну, потому что это наша энергия. Если мы на что-то направляем энергию, соответственно, мы получаем
то, на что мы направляем энергию. Может быть, не так быстро, как хотелось бы. Главное же в этом еще и не ждать, излучать, ощущать, эмоционировать, но не ждать. Ожидание – это завышение важности, и, соответственно, это отталкивание того, что мы хотим, далеко. Вы знаете, вы замечали, я вам хочу сказать по одному примеру. Вы замечали, когда вы ждете какой-то важный звонок. Вы ждете, вы смотрите на телефон, и неважно, в какой сфере жизни это. И не звонят, не звонят, не звонят и не звонят. Как только вы переключаете внимание на что-то другое, звонок раздается. Вот вам как исполняются желания. Любые. Ну что, долгое предисловие сегодня. По одной карте на каждый знак зодиака, совет и карта на желание. Начинаем. Раки. Давайте же посмотрим, на что же самое важное для вас в августе. Ну, хочу сказать, первое. Откройте себя миру, мои дорогие раки. Я знаю, насколько большинство раков скрытны. Насколько вы пятитесь. У вас, знаете, шаг вперед, 2 шага назад. Да, не все же классические раки. Есть асцендент и есть еще по натальной карте, это можно увидеть, именно планеты, которые влияли на вас. Но по этой карте хочу сказать, стремитесь именно к вдохновению, которое будет вести вас вперед. По этой карте даже, вот тут даже смотрите, рыцарь на единороге просто пытается взлететь. Это то, что нужно вам. Для того, чтобы взлететь, вам нужно открыться. Открыться эмоциям. Эмоциям, именно позитивным эмоциям. Я говорю сейчас, и я всегда говорю именно о позитиве. Позитивный настрой, позитивные эмоции, несмотря ни на что. Еще в каждой ситуации можно найти позитив, даже в самой патовой. И если вы сможете в любой ситуации находить позитивные нотки и именно повторять их, это могут быть даже мыслеформы. Это не обязательно визуализация. Я, например, не визуал, я аудиал. Я воспринимаю информацию больше ушами и, можно сказать, почему глазами. Когда я пишу, я запоминаю. Вот такая у меня комбинация. Визуализировать у меня не всегда получается. У меня больше получается именно мыслеформы, которые я повторяю. Так вот тут для того, чтобы взлететь, для того, чтобы месяц был действительно такой, как он вырисовывается по этой карте, да, еще не все будет достигнуто, потому что это всего лишь рыцарь. Но если вы откроетесь и научитесь выражать позитивные эмоции, излучать позитивные эмоции и ощущать позитивные эмоции. И это не важно. Тут я даже не буду касаться разных сфер жизни. Единственное, что для отношений, девочки, могу сказать, что вот стремится, летит, врывается в вашу жизнь какой-то мужчина. Мужчина очень нежный, мужчина заботливый, мужчина, который вот именно, вот знаете как, хочет вас носить на руках. Не знаю, умеет ли он это делать. Вот. Что будет потом, я тоже не вижу. Но вот это его ощущение, его желание. Поэтому обратите внимание, мужчина старше 40, темненький, с темными глазами, это ваша стихия, стихия вода. И тут я больше вижу именно скорпионовские замашки у этого мужчины, потому что каждый знак зодиака, стихия вода,
разные. Что их в основном соединяет, это то, что, ну, вот скорпионы еще кое-как, они способны на подвиги. А вот раки и рыбки очень заботливы, очень хороши, довольно-таки спокойны. Нельзя сказать, артистичные, кстати, рыбы очень артистичные мужчины, такие, но не способны именно на вот эти подвиги, вот как, например, стихия огонь. Поэтому будьте готовы, что мужчина будет немножечко ведомый. Ну, это иногда хорошо. Это не значит, что это плохо. Это значит, что при мудром подходе вы сможете построить с этим мужчиной отношения. Ну, опять же, если он вам понравится, и если он будет отвечать вашим запросам, ведь каждому нужно что-то свое. Ну, а для всех остальных сфер жизни я уже, можно сказать, рассказала и дала советы. Для здоровья, давайте так, мои дорогие, откройтесь именно здоровью. Если какие-то симптомы беспокоят, настройте себя на выздоровление. Опять же, я не врач, я не ставлю диагнозов, я их не отменяю, и я не назначаю лечений. Помните, я просто вижу энергию, а вот ваша энергия очень важна для поддержания здорового духа и здорового тела. Помните об этом. Скорпиончики, давайте же посмотрим, что самое важное для вас. Ух, вы будете драться, будете жалить. Потому что дело в том, что по этой карте будет отваливаться все, что вам не нужно, но вам будет казаться, что вам это очень надо. Вы будете идти без анализа, просто жаля. Вот знаете, как идете вперед, не вижу препятствий, и в то же время эти препятствия вам будут казаться преследуют вас. Так это не препятствие. Это то, от чего вам надо избавиться. Вот, от препятствий надо избавиться. Но не говорится о том, что избавиться надо физически. Надо просто понять, что внутри этого препятствия находится именно то, что вам надо. И когда вы начинаете снимать шелуху, знаете, вот как мы снимаем шелуху с яиц или капусту, начинаем разбирать, вот такое. Вот это такое действие я вижу. И внутри вот это самая вкусная кочерыжечка, особенно в капусте, она и это то, что вам надо. И то, что будет происходить происходить именно вот это очищение. Помните, что август у вас месяц очищения. Я не вижу великих достижений, потому что для достижений вам надо освободиться. Освободиться от предубеждений, которые тянут вас назад, освободиться от отношений. И это не обязательно отношения мужчина-женщина. Люди вокруг нас очень часто, пока мы не научились отсеивать, очень часто люди вокруг нас очень сильно влияют на нас. И вот именно не надо, знаете, как не надо ругаться, не надо прекращать отношения, надо обрывать энергетические связи. Человек это никак не вредит никому, но это помогает вам. На канале есть практика для обрывания негативных энергетических связей Архангела Михаила. Она не привязана к религии, она привязана к энергии. И вот обрывая энергетические связи, мы освобождаем свою энергию и освобождаемся особенно от людей, которые тянут из нас энергию. Но это действительно так, это не хорошо и не плохо. Мы всегда идем на обмене энергией. Даже сейчас, слушая меня, у нас с вами идет обмен энергией. Я посылаю вам энергию, вы ее, соответственно, посылаете мне, даже неосознанно.
Поэтому вреда никакого не вам, ну вам-то вообще это будет в пользу, а человеку, с которым вы будете прерывать энергетические связи, это никакого вреда не доставит. Он найдет, где еще питаться энергией, потому что это не идет неосознанно, но вы освободитесь, и у вас освободится огромное количество энергии, и, соответственно, вы сможете достигать. А достигать улучшения отношений, достигать улучшения в работе, карьере, бизнеса, улучшения финансового положения, улучшения здоровья. Рыбки, что же самое важное для вас? Ну, смотрите, мои дорогие рыбки, все летает вокруг вас, все движется вокруг вас, а вы почему-то смотрите вниз. Вы не видите, что все вокруг вас есть. И вот эта тенденция августа. Как от этого избавиться, от этого ощущения, от этого состояния? В него можно и не входить. Тенденция именно, если вы будете очень скрупулезно присматриваться к деталям и к мнению людей вокруг. Мнение людей вокруг будет вызывать в вас сомнения в себе. И эти сомнения и будут пытаться не давать вам именно жить полноценной жизнью, наслаждаться, быть в ресурсном состоянии. И не обязательно альфа. Знаете, альфа-состояние – это шикарно. Каждый раз, когда я делаю предсказание, я вхожу в него для того, чтобы я именно в этом состоянии, в расслабленном, нормальном, в ресурсном, могла видеть больше энергетических посылов. Я не говорю о альфа-состоянии, может быть, если можете, пожалуйста, это здорово, это прекрасно. Но тут о ресурсном состоянии я говорю именно о состоянии, когда вы видите цель, не видите препятствий. Или поворачиваете препятствия в свою сторону. И еще слишком эмоциональный подход, а вы очень эмоциональны. Ну, я сама рыба, я это знаю, я очень эмоциональна. Но эмоции могут сыграть с нами злую шутку. Мы за эмоциями не видим истинной картины и, соответственно, можем совершать ошибки. Выключая эмоции, включая анализ, включая здравый смысл, мы можем найти прекрасный выход и можем двигаться. И это то, чем было бы здорово вам, мои дорогие рыбки, заниматься. Особенно в этой колоде, мне символы в этой колоде очень нравятся. И я вот вижу, что все летает, все вокруг вас, у вас есть это все, а вы смотрите вниз и в отражении ничего не видите. Подумайте об этом. И общий совет для стихии. И опять. И, кстати, для вас, для всех, откройте глаза, развяжите руки. Перестаньте заниматься самобичеванием. И освободите уже наконец-то себя. Все в ваших руках. 8 мечей. Связанные руки, закрытые глаза. Человек сам себя не пускает. Пустите себя, отпустите себя и вперед, и только вперед. Ну и где у меня? Вверх, вниз, я все время путаю. И загадывайте желание. Мы посмотрим, что же произойдет с вашим желанием в ближайшие месяцы. Конечно же, еще один совет от стихии. Готовы? Помните о формулировке. И смотрим. Ну нет, освободите себя, мои дорогие.
Освободите себя, освободите себя, освободите себя от предубеждений, освободите себя от всего, что вам мешает. И это «нет» станет «да». Ведь «нет» — это только на какое-то время. Я все время говорю, «нет» у меня слова «нет». Я его стараюсь не использовать. Я частицу «не» редко использую. Так научила свой лексикон. А тут я вижу, почему нет. Тут даже не формулировка, тут ваше внутреннее состояние не дает вам достичь. На сегодня все. Я желаю вам, мои дорогие, счастья по умолчанию. Помните, счастье – это состояние души, и оно не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Хотите быть счастливыми? Будьте, позвольте себе. Люблю вас, мои дорогие. Пока.